Приветствую на канале всех любителей самоделок и просто всех тех, кто любит делать что-то своими руками. Сегодня у меня в руках вот такая банка, с которой мы с вами постараемся сделать простейшую спиртовую горелку. Будем мы делать нашу горелку по мотивам натуральной газовой горелки. Вот видите, она даже меньшего диаметра, чем наша банка. Зато видно, на каком расстоянии располагаются прорези, с которых выходит газ. Итак, первым делом нам необходимо подготовить все необходимое. Это фитилек, который мы используем. Ну и поначалу в дело пойдет резиночка. А резинка нам послужит своего рода разметкой, которую мы выставляем выше уровня высоты нашего фитиля. А вот в этот промежуток между резинкой и фитилем, который у нас образуется, мы шилом наносим отверстие по всей коробке. В моем случае это где-то около 1 сантиметра. И так мы делаем до самого конца. Немножко ускоряемся, ускоряемся и еще ускоряемся. Можно, конечно же, было нанести точную разметку, но я не думаю, что это настолько серьезный проект, что здесь это необходимо. Завершили мы работу с отверстиями, снимаем резинку и наблюдаем теперь, что у нас получилось на этом этапе. Диаметр отверстия, как видите, небольшой и равен он толщине используемого шила. Это где-то 2-3 мм. Теперь наша задача подготовить фитиль. Отмеряем его по нужной длине с небольшим запасом. Фитиль можно сделать, как в моем случае, из уплотнителя для двери на основе войлока или куска ремня какого-нибудь, который попросту берем, отрезаем, ну а потом соединяем его в края. Решил даже заморочиться немножко с проволочкой, чтобы уж было по-настоящему надежно. Скажу, что кто-то решается делать без фитиля горелочку, но думаю, что все-таки фитиль выполняет свою роль, и он дает возможность горелке не тухнуть из-за каких-то неожиданностей. В общем, в целом он обеспечивает стабильность. Ну а теперь, друзья, да простит меня мужская часть населения, мы будем использовать спирт. Да, друзья, чистый спирт. Это не денатурат. Спирта я наливаю немного, грамм 70, 80, в общем до 100. Лишь только для того, чтобы убедиться, что наша горелка работает. Ну что, поджигаем. Красота. Но все равно это еще не то, чего мы ждем от нашего эксперимента. Наша основная задача добиться, чтобы эта банка выполняла функцию горелки. Пока у нас просто открытое пламя, с которым нам надо поработать. А дальше накрываем нашу банку крышкой, но так, чтобы не обжечь пальцы. Пламя, естественно, тухнет. Но мы сразу же стараемся разжечь его возле дырочек. Ну, давай. И так, как видите, не работает. Несмотря на неудачу, мы не останавливаемся, а делаем вот что. Берем шило и выгибаем отверстие вверх. И так делаем по всему кругу. Пробуем поджечь отверстие еще раз. Снова плотненько закрываем.
Но что же получится на этот раз? И снова, как видите, не работает. Но мы не отчаиваемся и продолжаем делать то же самое дальше. Оказывается, секрет был вот в чем. Первые два раза я в недостаточной степени разогрел горелку, поэтому скорость испарения спирта была недостаточной. В третий раз я выдержал хорошую паузу. Как видите, горелочка уже подгорела, даже краска сошла с верхней части. И теперь пробуем снова запустить наш аппарат в дело. О, кажется, появляются небольшие огоньки. Это как раз то, что нам необходимо. Поначалу огонек действительно может быть маленький. Постепенно он должен разгореться, и пламя должно стать полноценным. Ставим тарелочку, чтобы не гонять нашу горелку пустую. И продолжаем ее разжигать. Итак, как видите, дело пошло. Огонь становится все больше и больше. Ну и теперь уже у нас горит полноценное пламя, которое способно даже вскипятить воду. Чтобы это было быстрее, накроем крышкой. Ну а потом, когда вода закипает, я бросаю туда яйцо. Как видите, горелка наша теперь уже варит яйцо. По мере того, как варится яйцо, хочется обратить внимание еще на один немаловажный момент, и связан он с вопросом безопасности. Как видите, стоит горелка на столике. Следов от того, что на ней стоит, как кажется, горячая горелка, нет. Это означает то, что нижняя часть горелки не перегревается, не оставляет следов. И еще до того, как успевает выгореть весь спирт, я снимаю тарелку с готовым яйцом, которое сварилось вкрутую, как я потом узнал, и постараемся теперь разумным образом горелку потушить. Сначала я решил сделать это полотенцем, думая, что это очень хороший вариант. Но смотрите, что из этого получилось. Огонь горит даже через полотенце. Нет, этот вариант нам не подходит. Пользуемся более радикальной мерой, чтобы наша горелка могла потухнуть безболезненно. Да, в этом случае все по-другому. Наша горелочка потухла. Ждем, пока она остынет. А в это время посмотрим, как выглядит тарелка. Как видно, на ней нет копоти. Значит, спирт, который мы использовали, чистый. Давайте теперь посмотрим, что у нас внутри. Фитиль, как видно, абсолютно в целом состоянии. Есть немножко следов спирта на дне, но и спирт немножко остался в фитиле. А так в целом все отлично. Что наш эксперимент с созданием горелки оказался успешным. Вот, принимайте как есть. Хорошая вещь, правда? Всем пока. Спасибо за внимание.